Добрый день, очень приятно вас видеть сегодня в Хамовническом суде. 1,5 года идет процесс, начались прения сторон. Скажите, пожалуйста, что можно ожидать, по вашему мнению, от этого процесса? Ну, во-первых, я скажу, что для меня лично сегодня было две приятных новости. Ну, первое, что начались прения сторон, потому что, в общем, были такие слухи, что обвинение может попросить какие-то повторные следственные действия во время процесса, продолжать затягивать. Теперь процесс вышел на финишную прямую, ну, никаких, уже можно прогнозировать временные рамки, несколько дней заявления прокуроров, адвокатов, судья берет перерыв, середина ноября это вынесение приговора. Вот мы тут и подходим как бы к сути вашего вопроса. Ну, во-первых, вторая приятная новость. Ну, она, собственно, я ожидал этого, но не до такой степени. То есть идиотизм обвинительного заключения, он просто заставлял зрителей, если в самом зале смеяться было как-то неудобно при приставе. У нас, вот я сидел в зале номер 2 при трансляции, ну, это просто все встречалось смехом. Вот особенно характерно, через каждое предложение госпожа Ибрагимова повторяла ритуальную фразу с целью придания видимости законности. То есть, по существу, значит, все, что делали обвиняемые, было совершенно законно. Ну и вот здесь дилемма. Обвинение нулевое. Судья, как профессионал, это понимает. А существует у нас в стране национальный лидер Владимир Владимирович Путин, для которого выпустить из тюрьмы Ходорковского и Лебедева в 2011 году невозможно. А если это оправдательный приговор выносится, значит, даже отказываясь там от досрочного освобождения, в июле, соответственно, Лебедева и в ноябре Ходорковского, в октябре Ходорковского придется отступать. Вот отпускать. Вот как эта проблема будет решаться, я не знаю. У меня есть подозрение, я об этом и писал, что судья, конечно, он не может принять, не зачеркнув себя профессионально, вот то обвинение. И тот срок, кстати, интересно, это мы узнаем примерно завтра, послезавтра, какой срок потребует обвинение. Но судя по характеру статей, на которые они ссылаются, это дополнительные там 10-15 лет. Я думаю, что он пойдет на такую, придавая видимость законности, используя их любимое выражение, накинет им 2-3 года. Это, ну, как бы показав, что вот он не согласился с обвинением, но самое главное перетащить за 2012 год. То есть вот Владимир Владимирович придет, пусть он сам и решает, что он с ними делать. Если он захочет в обвинение в убийствах, которыми он грозится там каждый день, пусть он это делает. Я Данилкин, как бы в этом не участвую. Вот мой прогноз. Не знаю, это самое неблагодарное дело делать. Ну вот такая ситуация, в которой действительно трудно что-то предвидеть точно. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста.